Невероятная жертва ладьи от первого шахматиста мира. В интереснейшей партии чемпионата ФИДЕ командного Магнус Карлсон встречается против индонезийского гроссмейстера с интересным именем Сусанто Мегаранте. Блестящая жертва, поучительная партия, которая обязательно понравится как новичку, так и серьезному шахматисту. Магнус Карлсон начинает партию ходом королевской пешки Е4. Сусанто отвечает ходом Е6. Это у нас французская защита. Карлсон вместо стандартного хода d4 избирает ход b3, чтобы фианкетировать своего слона на поле b2 и в будущем сделать рокировку в длинную сторону с перспективной атакой на потенциальную рокировку черных. Это у нас называется атака Хорвица. d5 отвечают черные, слон b2 и конь f6. Ходом ранее, после слон b2, Магнус Карлсон позволяет забрать пешку на поле e4. Если забрать эту пешку на поле e4, игра обретает острый характер. Например, после хода конь c3, конь f6, ферзь e2, белые контратакуют пешку e4 и готовы уже рокировать в длинную сторону с огромной инициативой у белых за пешку. Эта же пешка, кстати, является объектом атаки. Добавить можно конь f3, конь g5. Нападать на нее вторым конем. Поэтому индонезийский гроссмейстер Сусанто играет аккуратненько конь f6. Магнус продвигает пешечку дальше, нападает на этого коня, конь f d7 и d4. Укрепляет продвинутую пешку на d5, развиваясь по центру. c5 контратака центра белых, c3 укрепляем пешку d4 и конь c6. В духе французской защиты давление на пешку d4. Принципиально в этой позиции играть f4, расширяя свое присутствие в центре. Но Магнус Карлсон сыграл для профилактики, чтобы не допустить хода b4, сыграл слегка неточно ход a3, который позволяет черным сразу же контратаковать центр белых ходом f6. Брать на f6, понятно, нехорошо, так как после ферзь f6 позиция черных улучшается и уже черные имеют небольшое преимущество. Поэтому после хода f6 Карлсон справедливо играет f4. Кстати, партия была сыграна 17 июня 26 года. После хода f4 черные развивают своего чернопольного слона, допускают ошибку, Магнус развивает коня и черные идут в рокировку. Продолжают белые развитие, попутно прицеливаются к пешке h7, что где-то в вариантах позволяет сделать прыжок коня на поле g5, отдать его ради выпада ферзя на поле h5. Есть такие варианты. Поэтому черные ограничивают движение этого слона, ограничивают его возможность забрать пешку на поле h7. В этих позициях есть принципиальное продолжение ходом h4, острейшую атаку с обоюдными шансами. Например, h4, конь g5 и ферзь h5 с давлением на поле h7. Конь bd2. Белый король также не может вечно стоять в центре, его необходимо куда-то рокернуть. Опять черные превентивно продвигают свою крайнюю пешку в случае длинной рокировки, чтобы уже можно было как-то атаковать позицию белого короля. Кстати, хочу объявить, что обзоры на этом канале будут выходить регулярно, поэтому ты можешь подписаться, чтобы их не пропускать. Также приветствуется лайк этому видео. После раздумий в 2 секунды Магнус Карлсон решил избрать этот самый острый вариант, возможно даже оставить короля в позиции третьей рокировки. Это значит, что король просто не сделает рокировки, будет в центре. Двигает пешку h4, подготавливает прыжок коня на поле g5 и в случае взятия этого коня забрать пешкой h, чтобы открыть линию h, подключить ладью к атаке. Конь b6 и ферзь e2. Не спешит с прыжком коня на поле g5. Черные играют слон d7 и следующим ходом конь скачет на поле g5. Где-то присматривается к пешке e6 в случае отступления слона. И угрожает перевод ферзя на h5 с угрозой мата в один ход. Ферзь e8, чтобы не было неприятных ферзей на поле h5.
Дальше следует принципиальное продолжение за белых. Ты также можешь посмотреть, поискать лучший ход за белых, который продолжает атаку. Можешь написать его в комментариях. Конечно же, этот ход g4. Теперь в случае взятия этой пешки последует взятие пешки на поле h7. И в случае отступления короля ферзь забирает пешку на g4. С большими проблемами у черных. Поэтому после хода g4 лучшим продолжением было бы забрать центральную пешку d4, полностью игнорируя угрозы белых. Ведь лучший ответ на фланговую атаку – это контрудар в центре. Но черные допускают ошибку. Индонезийский гроссмейстер решил забрать коня на поле g5. Тем самым вскрывает линию h для ладьи, что позволяет Магнусу перевести ферзя на поле h2 и надавить на пешку h7. g6 играет Сусанто. Делается это для того, чтобы после ферзь h2 сыграть ферзь f7 или ферзь e7 с защитой пешки на поле h7. Довольно идейный ход, но у Магнуса есть свои козыри. Слон ушел из поля e7, забрав этого коня на g5, тем самым убрав защиту с поля c5. Магнус сначала забирает на поле f5, следует ef, и пешка падает. Важная центральная пешка падает, конь отступает на пассивное поле c8. Позиция белых с огромным преимуществом в +3. Но это еще не конец. Нас ожидает интереснейшая жертва от Магнуса Карлсена. Конь f3 аккуратненько подводит Магнус дополнительные фигуры к атаке. Конь d8 и c4. Понятно, что бить на поле c4 это самоубийство. Если забрать на c4, последует взятие слоном, шах. Отступать на h8 плохо из-за того, что шах будет из поля b2, поэтому надо закрываться. Если закрыться тут слоном, последует конь d4. И лучшим ходом является в этой позиции ферзь f7, после чего на поле e6 белые заберут важного белопольного слона черных, и после конь e6 последует рокировка в длинную сторону с сильнейшей угрозой ладья d6, жертва качества. Поэтому после хода c4 индонезийский гроссмейстер играет конь e6, что является ошибкой. Идея этого хода в том, чтобы после взятия на d5 забрать пешку на f4. Но, к сожалению, этот ход проигрывает, так как у Магнуса есть возможность сыграть в промежутке ферзь h2, напасть на мат и взять под контроль пешку f4, защищая ее. После чего взятие на d5 является безболезненным для белых. Ферзь f7 надо защищаться от мата, следует cd и конь c5. Сразу вилку ставить нельзя, так как после конь d3 шах теряется слон. У белых имеется куда более серьезная угроза сыграть слон c4, угрожая ходом d6 и связкой ферзя. Ладья e8. Рокировка в 3 нуля. Угрожает вилка. Угрожает ход d6. Угрожает конь e5. Позиция черных безнадега. Но черные еще продолжают свое сражение. Конь b6. Лучшего хода нет в этой позиции. e6. Магнус задвигает свою пешку. Приходится отдавать фигуру. de, слон e6. И конь e5. Нападение на ферзя. Ферзем отступать на f8 плохо, так как мат в один ход. Черные играют ферзь c7, сохраняя защиту пешки на поле h7. Но, к сожалению, для черных это не дает никаких результатов. С самого начала этого видео я вам анонсировал жертву ладьи. Поэтому ваша задача именно сейчас найти лучший ход за белых. Сыграйте как Магнус Карлсен. Даю вам 3 секунды на подумать и показываю этот ход. Этот ход ладья d7. Индонезийский гроссмейстер в этой позиции сдался, так как если забрать ладью с слоном нельзя из-за связки, если забрать конем, например, следует просто мат в 2 хода, шах тут, король f8 и конь g6 мат. А если брать ферзем, то просто теряется ферзь после конь d7. И если теперь даже забрать этого коня, все равно последует мат в 2 хода, ферзь h7, король f8 и ферзь g7. Предлагаю вам также посмотреть поучительную, интереснейшую партию Уэсли Со против Гукеша. Также не забывай подписаться. До встречи в новых видео.